Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Мы сегодня будем говорить с вами про магию. Опять же, да, о наболевшем, нашумевшем, актуальном очень, потому что, ну, это я такая, знаете, это циничная женщина. Вот, а многие типа менторы с распростертыми объятиями, знаете, вас встретят. Ой, да, у тебя магия есть. А если даже нет, все равно есть. И вот, к сожалению, мы очень часто попадаем в ловушки, потому что хотим быть избранными, хотим понять причинно-следственные связи того, что происходит в нашей жизни. И очень часто многие манипулируют тем, что «Ой, да у тебя силы не приняты». И когда ты очень долго работаешь с силой, а я с ней уже, как оказалось, очень долго работаю, но теперь просто я могу обозначить, что и как непосредственно, да, ты начинаешь эту силу видеть даже просто во внешности людей. И, наверное, знаете, есть такое понятие «наши», «не наши». И вот считается, на самом деле, что у людей, обладающих способностями, есть определенные черты, да, черты лица, может быть, ну, внешне, да, внешне они отличаются. Считается, допустим, что у ведьм были там рыжие волосы, к примеру, да, или, допустим, зеленоглазые женщины больше склонны к колдовству. У меня была история с общения прям с потомственными ведьмочками, прям по роду. 3 девчонки, 3 абсолютно зеленоглазые, 3 со способностями. Там бабка, конечно, творила сумасшедшие дела. При этом я так понимаю, что еще и через церковь. Но я, знаете, уже как-то терпимо к этому всему отношусь, потому что понимаю, что если человек ведающий, он всем подряд интересующийся, да, и поэтому у нее на столе, знаете, тиаматы, гримуар Тиамат может лежать, Тиамат, говоря, и книга мертвых, понимаете, и Библия, и все вместе. Я просто как-то была в гостях и нашла не Библию. Так вот, на самом деле, девчонки все были с ярко выраженными зелеными глазами, ярко выраженными. И вот тогда я на самом деле поняла, что бывает, когда вот по роду ты либо способностями не пользуешься, либо пользуешься не во благо. А там все, собственно, 3 девчонки обладали прям даром любовной магии. И из-за старшей, ну, в свое время прям произошла очень жуткая история. Вот. Ну, в пору того, чтобы расследовать экстрасенса. В общем, там из-за старшей девочки мальчик свел счет жизнью, счел нужным покинуть этот мир. Ну и родители, в общем, пришли вершить самосуд. Я не знаю, что с этой семьей, потому что сначала уехали они, через какое-то время уехала я. Это было на самом деле очень много мистических историй, и было такое, что, скорее всего, вот старшей девочке как раз передавался дар по роду, и она прям очень многое на себя взяла. Ну, например, там внезапная кома, абсолютно внезапная, да, и все знают, например, что ее бабушка творила колдовство, она жгла костры на даче. И, скорее всего, кого-то призывала. Через какое-то время эта девочка вышла из комы. Ну и потом уже в дальнейшем вот эти вот все истории стали происходить, да, что... Ну, там, конечно, была сила, и эта сила прям сильно проявлена была. То есть вот иногда это видно, что она по роду передается. А иногда бывает такое, что сила приобретенная, и там тоже вот черты лица меняются, очень меняются, и сам человек внешне меняется. И я это даже замечала, когда, например, в момент проживания старших арканов, в общем, когда я уже еще пока эти моменты отслеживала, когда было самое начало, я была очень сильно вовлечена в процессы. И я замечала, на самом деле, как сильно люди меняются. Или вот недавно тоже своего рода у нас, ну, не знаю, опросы, не опросы, отзывы, в общем, да, относительно проектов, относительно того, что в жизни меняется. Я смотрю, как девчонки внешне меняются. И это уже больше не мягкие булочки, это уже принятая сила.
там сила в лице появляется, да, и многие говорят там про таких женщин: ой, да у тебя типа какие-то маскулинные там энергии, еще. Ну, смотрите, если есть вот эта внутренняя сила, но при этом она у тебя еще штормит и барахтается, и ты пока еще не осознаешь и не понимаешь, вполне возможно, ты будешь прятаться за вот это как бы ощущение маскулинности, но это просто не что иное, как все-таки сила, которая пока еще не стала на место, потому что по большей части она достаточно мягкая. Вот, если она управляемая, если, конечно, что она есть, да, она, конечно, может быть какой-то жесткой, но это в момент, когда мы концентрируемся на какой-то энергии, да, и когда мы ее выбрасываем. Вот, я не буду вам много говорить, потому что я понимаю, что есть много непосвященных, и меня прям начинает штормить, меня прям жутко режет вишутку, учитывая, что я не хочу пить, у меня все нормально, я не обезвожена. Вот, это, скорее всего, я через вот эту болталку сейчас просто выгоню всех тех, кому не надо это слушать, всех тех, кто придумывает про себя какую-то фигню, непроработанное эго. Сейчас я чувствую, у кого-то выключится свет, выключится интернет, кого-то призовут домашние дела, потому что пространство вас реально прям активно кого-то вытесняет. Я знаю кого. Тех людей, которые будут в комментариях писать: «И ничего вы не угадали, ничего вы не угадали». Потому что, многим действительно людям кажется, что вот тарологи создают свои вот пространства, да, просто чтобы угадывать, да, потому что вот нам так вот прикольно. Вот мы такие проснулись и думаем: блин, что вот я же уже 5 минут ничего никому не угадывала, да, как это так? А у меня прям потребность в этом есть, потешить чьё-то самолюбие, кого-то, значит, угадать, или свою, в частности. Ничего вы не угадали. Ну да, вот. Ну, на самом деле все не так. Это когда у тебя знания есть, тебе нужно этим делиться. Вот за это сила спрашивает, да. То есть если она знания дает, нужно делиться. При этом делиться, опять же, выборочно. И за это тоже сила спрашивает, да. То есть есть определенная ответственность, кому ты все-таки эти знания сообщаешь. Вот это я спустя много-много лет поняла. Поняла бы раньше, знаете, может, не столкнулась бы там с определенными лежачими полицейскими в своей жизни, когда просто силы мне прям дали по башке из-за того, что вот я стала помогать людям, которые к этому совсем не были готовы. Да, такое может быть. Итак, мы сегодня смотрим с вами магические способности. А если вы знаете, что они у вас есть, welcome в проект, который называется «Манифест», потому что он помогает как раз раскрыть то, что уже есть, или нащупать его, когда вы знаете, что это есть. Вот, если вы хотите теоретическую базу и хотите по большей части познакомиться с магическими инструментами, но пусть это будет безопасно, это проживание, да, арканов, старших, младших, то есть можно прожить сначала старший, да, в манифест, а потом уже, соответственно, добирать младшие, то есть можно совмещать. Вот. Почему сначала проживание? Это потому что вы, по крайней мере, и со мной познакомитесь, с моими техниками, и поймете, как щупать пространство, это очень важный момент. Потому что в манифесте я уже учу тех, кто, по крайней мере, хотя бы что-то там понимает и хотя бы чем-то умеет управлять. То есть я там вам руку не ставлю. Знаете, как говорят, ставить руку. Вот в старших арканах, да, а в младших частично уже, потому что вы сами себя чувствуете и щупаете сами себя. А вот в манифесте уже нет. А в манифесте уже у нас практика начинается. Поэтому вы, конечно, можете запрыгнуть с разбегу, да, и пробовать уже там крутить вихри, к примеру, да, создавать и рассоздавать энергию, общаться со стихиями, но только если вы хотя бы уже как-то понимаете базу. Вот. А в старших, младших арканах я совмещаю психологию и магию, то есть я даю вам безопасный, очень мягкий вход и выход, да, чтобы это не было болезненным. И скажу сразу, что я никогда не отрицаю психологию. Вот опять же из свежего, классическое, да, женское. Как мне принять дар? Я вижу сущностей, ко мне мертвяки там приходят, еще что-то. Мне там яркие сны снятся. Я говорю, для того, чтобы принять дар, как вам кажется, вам нужно успокоить разум, да, а это найти хорошего психолога, желательно психоаналитика, который объяснит вам с точки зрения хорошего, качественного психоанализа, что происходит в вашей башке, потому что когда вы видите яркие сны, это означает просто тревожный ум очень часто, даже если, например, там кажется, что мы с ведьмами сражаемся, это вот из последнего, что я слышала, там, я сражалась с ведьмами, она там, значит, это через какие-то каналы скачивала у меня энергию, да, такое, очень красивые, яркие сны. Вот, которые просто могут означать на нашем с вами языке, да,
приземленном обычную стандартную 5 жезлов. Вот, может быть, 7, да? Ну, то есть тогда, когда борьба это внутренняя, скорее всего, и когда в реальной жизни ты не можешь себя защитить, как правило, ты видишь яркие картинки, что на тебя нападают, и ты защищаешься, и ты супергерой, да, такой какой-то момент компенсации. И вот, соответственно, когда ты все себе объяснила, при этом либо оно не проходит, либо у тебя ум успокоился, ты уже примерно понимаешь, да, отделяешь уже зерна от плевел, вот тогда уже можно понять, да, почему же в какой-то момент ты стал порталом, что через тебя шарахаются эти сущности, как в общагу пьяным девкам, понимаете? Вот тогда уже, да, тогда ты задаешь вопрос, почему я вот решил, что мое тело — это проходной двор. Ну, тело, понятно, да, почему говорю тело, потому что мы же все равно через тело все чувствуем. И вот тогда, да, у тебя начинается осознанный путь. А все до этого, что я такая суперведьма в 5 поколении, да, и как мне принять дар, это, так знаете, бабушка надвое сказала, собственно. И для меня фраза «бабушка надвое сказала» обретает уже иной смысл. Уже профдеформация, для меня это порой некое двурушничество, двуручие, кстати, да. Здесь путь левой руки, путь правой руки. Вот я в манифесте, кстати, тоже об этом говорю. Не стесняюсь этого говорить, хотя информация достаточно тяжелая уже для тех, кто очень там боится, опять же, как им кажется, пачкаться. Вот я как бы показываю, что по сути у магии нет цвета. Это не про то, что там мы творим там какую-то чернуху безнаказанно, я просто объясняю, да, вселенские законы справедливости, что это есть, и это как учение определенное. И с культурной точки зрения антропологически все абсолютно обосновано. Поэтому как бы мы можем, конечно, фукать, но это не что иное, как просто воссоздание древних источников. Вот тогда им это было важно, их это защищало, они в это верили. И, соответственно, если мы продолжаем кормить этот эгрегор, то он работает и для нас. Вот. И мне очень радостно все же обладать здравым умом, когда вот я вам об этом всем рассказываю. Да? То есть даже поток, когда мы формируем, да, он тоже должен быть обязательно сфокусирован. Ну давайте смотрите ваши способности родовые, пренатальные, постнатальные и прочее. И для этого я использую колоду, которая создана искусственным интеллектом, но она просто максимально живая. Я, конечно, сниму несуществующую шляпу перед художником, который вот так же круто изобразит мне колоду в подобных энергиях. Поэтому, видите, пока искусственный интеллект, благо, что он уже создает картинки, которые просто неотличимы от реальности. Как я говорю, да, в отличие от рун, вот я склоняюсь к мысли, что, собственно, Таро как-то сильно-то не обладает, да, своей энергией. Но, опять же, если мы с вами идем в сфератическую магию и изучаем, соответственно, да, и сефиры, и противоположную сторону, вот, тогда да, тогда Таро работает как раз на энергии сферы. И вот эту энергию, да, использует магия для взаимодействия со Вселенной, условно, тонким планом и прочее. Вот. А вот руны, они есть ощущение, что просто работают даже сами по себе. Ну, есть такое. Почему говорю так? Вот смотрите, если какой-то талисман из там, колоды Таро, да, коррекционное там Таро, да, делает человек, который не сведущ в этом, не подключен к эгрегору. Я ни в коем случае не говорю про какие-то платные инициации к эгрегору Таро, вообще не про это совсем, потому что мы понимаем, чем это пахнет. Да, то даже человек, который не знает руны, он нарисует став, и есть вероятность, да, что став раскрутится. Другое дело, конечно, какой ценой и как возьмет, но просто вот сам момент, да, что, допустим, ставы рекомендуют людям, которые совсем не в теме, да, и при этом почему-то вот мастер уверен, что он будет работать. Даже если не мастер, а работает, да, просто типа нарисуй став, короче, деньги вернутся. Я почему? Потому что я свидетель такого, у меня там кому-то из родственников очень долг не возвращали, и я к своему практику-рунологу там пришла с этим вопросом, вот он посоветовал, а я говорю, это люди же вообще не в курсе, он говорит, там, говорю, все равно работать будет. То есть он даже не заряжен сильно был, то есть вот, ну, видимо, работающая какая-то тема. Понимаете? Второй так не работает. Да? Второй как бы по большей части мы подключаем наш внутренний источник. Да? Наше вот это состояние потока. Наш внутренний источник. То есть нам нужно сначала нарастить внутреннюю силу, потом идти к внешнему источнику. Вот. С рунами немножко по-другому. Да, там нужна внутренняя сила, чтобы управлять источником. А здесь мы включаем себя. Но опять же,
Ну, если это не сферотическая магия, которая тоже требует определенной активации там, да, и понимания взаимодействия. Вот видите, второй не обязательно знать магию, да, на которую опирался Уэйд, когда рисовал колоду, потому что это больше такая каббалистическая теория, все уже заложена, изложена, да, в первоначальном варианте Таро. Вот, потому что, по сути, никакой больше другой магии там не встречается, но только вот каббалистическая, да, вот теория вся. А что касается, как бы, да, ну, рун, то, мне кажется, работает именно потому, что уже этот знак нанесен, уже, да, этот своего рода сигил, да, нанесен как бы на этот камешек или деревяшку, еще что-то, он уже сам по себе обладает, да, энергетикой, да, зарядом определенным, потому что сам по себе, вот, ну, как бы второго, я не могу сказать, что вот такой ярко выраженной энергетикой обладает, что старший, что младший арканы. И как мы сами уже включаемся в эти процессы, насколько мы сами, да, проводимы. Вот. И поэтому, да, ну, надо прожить как бы колоду, надо прожить все 78 арканов, чтобы понимать и свою личную проводимость, да, и качество работы вот реально улучшается. Уж это не в качестве рекламы, потому что я не даю как бы ни ссылок никаких, ничего. Вот. Я недавно просто видела работу как бы девочки-таролога на ютубе, которая проживает. И это реально было интересно. Это реально было интересно. При этом я даже не знала, что она как бы мне арканы проживает. Вот. Я просто скинула работу, оказалось, вот, что она среди наших студентов. Просто вот я ссылкой поделилась. Ну, смотри, как интересно читает. Потом оказалось, что она с нами. Вообще удивительно, конечно. Видимо, да, вот это все флюиды распространяются. Так, ну что, давайте смотреть уже. Первый камешек зеленый, второй оранжевый и третий синий. В инфобоксе время начала вашего видео. Ну что, зелененькие, я вас приветствую. Давайте расклад буквально на 5 карт. Змеиной колоде, одна из самых ваших любимых. Мне кажется, вот мои рассуждения относительно магии и Таро, да, нужно отдельными прям подкастами записывать. Я, конечно, о чем периодически что-то говорю там в баре на крышу, но это не про регулярные какие-то, знаете, мои записи. И я сейчас объясню, почему. Потому что я знаю вроде как, что каналы нужно вести регулярно и прочее, что они являются, да, сцепкой с твоими YouTube там каналами. Но у меня, давайте так, по-честному, большое количество дисциплин и контроля на YouTube, и поэтому там абсолютно какой-то лайфстайл, да, чьей целью там не служит быстро расти, понимаете ли, левые люди, или развлекать как бы вас чем-то, если я не хочу. Я прям демонстрирую. Угу. Демонстрирую, в общем, вам что-то, если мне хочется сказать. Что-то дано при рождении? Что-то дано вам при рождении? Да, могу сказать, что дано. Смотрите, какая интересная семерка пентаклей, да, то есть вот ощущение, что что-то копилось, да, есть определенные ожидания от вас, в том числе, скорее всего, и в каком-то магическом плане, потому что, может быть, еще ваше рождение, оно немножко было, знаете, как запрограммировано, да, то есть вы должны были родиться с определенными способностями. Сказать, что это конкретно, что-то конкретное, что вам передается, вряд ли. Сейчас я, конечно, посмотрю, но есть ощущение, да, что у вас просто вот есть способности. Есть способности. Семерка пентаклей,
Да, у вас есть способности к вот этому, значит, пути. Так, а что-то по роду было интересное? Нет, ну я не могу сказать, потому что здесь, давайте так, там была непринятая сила. Я не могу сказать, что ярко выраженные, давайте по-честному, да, восьмерка мечей, да, либо ощущение, что нам страшно было пойти в силу, потому что мы боялись, что это испортит нашу судьбу, получается. И, скорее всего, может быть, знаете, единственный выход, вот что-то исправить как бы в родовой системе, да, это когда должен родиться ребенок со способностями. Вот вы ребенок со способностями, понимаете? Вот. Но я не могу сказать, что это прям какие-то практики ваши по роду были, да. То есть, знаете, это когда нравилось, но очень опасно, очень страшно ступить по ту сторону, да, как это называется, по ту сторону изгороди. Но это такая фольклорная тема, которая означает просто вот ощущение междумирья, что там что-то прям другое, да. То есть мы живем вот в пределах своей реальности, а что там одним глазком хочется посмотреть, да, там, то есть им интересно это было, да, и может быть какие-то легкие практики были, может на картишках посмотреть, может восковые отливки, но это не про маги, которые конкретно понимают, что это смысл их жизни, или там к ним люди там ходят, вот как к себе домой, да, это именно, что вы со способностями, понимаете? Что вы правда можете их развить, потому что вот они у вас, смотрите, вроде по роду передаются, но я не могу сказать, что какие-то сильные колдуны, там ведьмы были. Так что, может быть, я, конечно, сейчас поломаю чьё-то эго, да, вы же все хотите быть колдунами и ведьмами. Ну что же, вот от рождения что-то есть, да, что-то есть, то есть ты чувствуешь, что ты такой, какой-то не такой, да, может быть, белая ворона, может быть, там что-то, да, тебе когда-то подсвечивалось. А сейчас вот, да, есть наработанная сила? Сейчас есть наработанная сила? Конечно. И по большей части, смотри, нам показывают, что эта сила наработанная. Вот сейчас, вот образом жизни своим, да, там, я не знаю, может быть, это какая-то ментальная магия, да, но здесь есть умение, да, управления энергией, есть умение для управления энергией. Умение управлять есть. И по большей части, смотри, вот у тебя, как я говорила, вообще вот что-то вроде есть, а вот здесь вот в полный рост ты себе нарабатываешь, понимаешь? Ты себе нарабатываешь. Но знаешь, почему нарабатываешь? Потому что ощущение, что ты нарабатываешь себе какую-то хорошую карму, да, и за счет вот этой хорошей кармы тебе вот легче дается, чем что-то, да, чем давалось, опять же, твоим этим, да, предкам. Еще есть ощущение хранителя магического у тебя, да? Есть ощущение магического хранителя. А вы как вы пользуетесь своими способностями? Во вред или во благо? Ну, давайте я так хочу сказать. Вот видите, здесь туз чаш. А я вообще не могу сказать, что вы сильно прям пользуетесь, потому что только-только вот вы как будто это пробуете, да, для себя. Только-только. Только-только. Даже еще пока не в полной мере. И в такое ощущение, что действительно вы, когда становитесь на путь мага, вы как будто исполняете именно желание родовой системы. Вот они такие толпятся рядом с вами, да, там смотрят в эту замоченную скважину, говорят, что там, ну расскажи там, да, или там, ты там где-то побывала, а они типа не были, да, и вот ты как после путешествия возвращаешься, да, и что-то прям рассказываешь. Как будто это правда какой-то путь героя, знаешь, прошел, что-то преодолел, вернулся в родную деревню, условно. Так, ну ладно, во благо, во вред пользуетесь этим всем. Ну, знаете, вот вы бы могли во вред, давайте по-честному, да, могли бы во вред. Скорее всего, это любовная магия привязки, но ощущение, что вы очень боитесь за чистоту своей души, да. И вот здесь вот душа, здесь все-таки вот этот момент змея, да, туз чаш. О чем здесь речь? Вот если бы вы действительно стали бы темными практиками, скорее всего, это как раз драконианская магия, что древняя достаточно. Вот, может быть, правда, это путь левой руки, может быть, какие-то демонические. То есть оно вроде как бы все это есть, понимаете, потому что вам туда не страшно, и вы как будто пытаетесь причинно-следственно объяснить происходящее. То есть давайте так, вы могли бы быть темным условно, да, ну давайте, ну как вот во благо или во вред, да, ну слишком много у вас состояний как бы справедливости. Вот. Еще вижу способности, ну это потому что, скорее всего, вы очень коммуникабельные ребята, благо, что не являетесь порталом для мертвых, но в принципе есть такой вот момент, что вас могли, правда, избрать
Ну что, давайте, темный или светлый? Что там у нас на чаше весов представлено, темный или светлый? Ну, такое ощущение, что вы от света к тьме и наоборот, да? Колесо фортуны. Типа, да как повезет, потому что, смотри, изначально-то есть способности, смотря куда направляешь, да, в свет или во тьму. Ну, условно, знаешь. Поэтому у меня это есть ощущение какой-то золотой все-таки середины, потому что если у нас вот колесо фортуны не переворачивается никуда, сейчас я уточню, то у нас вот всегда есть момент вот середины, понимаешь, ни тем, ни к тем. Или знаешь, путь, который не выбран. Давайте, со стороны света у нас что такое? Смотрите, короче, у вас вот очень много света, условного света, но тянет вас к темным. Прикольно, да? Так, пятерка жезлов. Да, тянет вас, короче, в подвалы. Но смотрите, вы ощущение, что вы что-то не выбрали до конца. Потому что вас на условно светлый путь, понятно, да, почему я говорю условно, потому что каждый сам для себя определяет. Это интимный момент, свет, тьма, потому что для меня вообще ничего нет, ни светлого, ни темного. Для меня просто есть разные этажи, да, и как бы вот разные обитатели, соответственно. Кто-то пониже, кто-то повыше, да, кто-то вот любит температуру там плюс 16, кто-то любит температуру там минус 20, понимаете? У всех просто разная среда обитания, немножко разные законы. Вот. А здесь вот прям смотрите, какой-то жесткий выбор, что вас просто колбасит пока, да, кто я, что я, зачем я. И там пятерки. Да, пятерка жезлов, соответственно, наверху, да, и как бы пятерка пентаклей внизу. Для меня на самом деле как бы ничего страшного нет ни в пятерке пентаклей, ни в пятерке жезлов, именно вот в вашем случае. Но ощущение все-таки, что вы больше в пятерке пентаклей, то есть это, знаете, когда почти нет силы и энергии, но при этом есть какая-то внутренняя благодать, в общем, которая выводит нас, потому что путь здесь непростой, он такой длительный достаточно, да, то есть на этот путь нужно зреть, вот, ну, 100% как бы вы рождены не просто так, что у вас есть туда способности, да, вы что-то умеете менять в своем пространстве, плюс еще наработанная именно хорошая карма. Хорошо. Так, ну что, путь, который вот, к чему, короче, путь приведет? Путь приведет к открытию нового, потому что восьмерка жезлов, смотрите, врата какие-то распахиваются, да? Врата распахиваются по восьмерке жезлов, то есть те двери, которые ранее были для вас закрыты, они откроются. Я посмотрю, куда открываются, но пока не говорят, знаешь, потому что выбора же у тебя нет четкого еще. Восьмерка жезлов, паж пентаклей. Смотри, дадут либо ну, проводника, наставника, да, на вот это изучение, на принятие себя. Потому что, говорят, дети должны идти по роду, вот, чтобы это, вот она, сила есть, но здесь сила не требует, чтобы она, знаешь, ярко проявлялась в целительстве, магии и так далее. Она именно дается на то, чтобы твоя вот эта родовая система, она, ну знаешь, как существовала в какой-то относительной безопасности. Поэтому те знания, которые даются, не даются для тебя и для узкого круга там людей. Тебе не нужно вот этих масштабов. Хотят ли тебе масштабов? Духовная жрица перевернутая, тройка пентаклей? Да нет. Нет, тут, скорее всего, именно на узкий круг лиц может быть рассчитано, да, то есть если эта сила есть там, то есть это распространяется на своих, да, на своих непосредственно, на своих. Вот такая интересная история у нас по первому варианту. Кто, знаете, уже прям, как это, сводит зубы, челюсть, а все, что такие все избранные ведьмы в пятом поколении, всех сожгли, и сейчас она такая великая магиня и лепит привороты, любовные привязки на своих эдиков. Вот. Очень смешные, конечно, все эти девочки с подключками, под силами и контрактом с дьяволом. Ну, такая интересная позиция. Вы нормальная, вот, по первому варианту. Двоечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами.
5 карт, которые покажут ваш магический путь. Так, ну что, давайте, по роду что-нибудь передается? Смотрите, как закрыто-перекрыто. Такое ощущение, что информации вообще нет, да? Или они очень всего этого боятся? Вообще, прям смотри, какое перекрытие мощнейшее идет по 4 мечей. А что там такое-то? Закрыли в себе или что? Спрятали? Или вообще не было? Или не... О чем здесь 4 мечей? Что закрыто-то? Специально как будто закрывали видение, да? Смотри, 4 мечей, 2 мечей. Такое ощущение, что прям про магию даже говорить боятся. И хочется бить тебя и по рукам, по губам, да, если тебе все это интересно. Может быть, кстати, здесь очень религиозные люди, которые просто считают, что от магии зло, да, все. Видение закрыто. А священнослужители были в роду, мне вот интересно. Да, кстати, звезда, что еще? 2 пентаклей. Знаешь, были люди, которые как будто отреклись от духовности. Звезда, 2 пентаклей, как разменяли что-то, да? 10 мечей. Это, знаешь, как отступники, что ли? Может, знаешь, перебежчики какие-то, да? То есть вот как не мученикам, типа вот знаешь, как за веру, там, за отечество, за религию принять смерть мученикам, да? И тогда бы там типа тобой гордились. А вот человек, правда, мог быть перебежчиком. Он действительно мог что-то в своей жизни поменять. И это как будто он пошел против системы своей, да? Против того, что от него ожидали. Да, есть такое, прям, как это, знаешь, как свободное пространство рода мне показывает. А если свободное пространство рода, они, знаешь, это на твои аферы типа не подписывались. То есть вот на развитие они тебе ресурсов вообще типа не дают. Или, знаешь, получается, вот в родовой системе, как бы смотри, твои родители, они не на лучшем счету, там, знаешь, как-то им сильно-то ресурсов не выписано было. Способности. Башня. Башня мечей. Ну все понятно. Смотри, тут вот просто если идти в магию, правда, реально прям разрушительные способности, они больше про разрушение, чем созидание, поэтому, в принципе, ты с детства будешь вот как-то видеть какие-то, может, картинки. Разрушение перед собой больше. Ну почему? Понятно, да? А по той причине, что это какой-то, смотри, прям бунт против родовой системы. Родовая система должна пойти по другой ветке, приходишь ты, получается, да, чтобы условно разворошить, как мы говорим, осиное гнездо. Змеиное, осиное, неважно. Ты вот, с одной стороны, как-то в свободном пространстве, ну, так, типа, такая договоренность, типа, делай, что хочешь, сильно ресурсов не дадим, но если у тебя что-то получится приобрести, ты обязан притащить в родовую систему. Поэтому, в принципе, даже если ты пойдешь по магическому пути, они себя потребуют, да, именно от тех скиллов, которые ты получишь там в магии или в каком-то другом пути, потому что у тебя все равно, как бы, знаешь, родовые типа контракты и обязанности. Хорошо, давай, наработанная, да, история, что ты сейчас наработал скиллами, навыками относительно магического пути, что уже наработано сейчас на данный момент. Опять же, да, много травм, да, хорошая карма.
Да, здесь есть ощущение, прям смотри, наработанности. Может быть, у тебя ощущение, что ты больше воин света, да, сейчас, смотри. Паладин такой, воин света, несешь какие-то истины людям. Что еще наработанное? Рыцарь жезлов, да, восьмерка мечей. Ну вот то, что ты воин света, это вот, знаешь, такая, как вынужденная, да, вынужденная твоя роль все же, потому что восьмерка мечей, то есть я вынужденным быть, да, меня таким сделали, или вот как бы это вот мой путь, по которому я должен идти, потому что у меня вот такое предназначение. А как будто вот больше тебя либо не дают, либо говорят не положено, и ты с тоской смотришь вот на что-то другое, да, потому что посмотри, по восьмерке мечей, она же всегда подавленные эмоции, ощущение вот апатии, отчаяния, и все-таки тебе говорят о том, что нужно во что-то верить. Поэтому тут вот две ипостаси, может быть, смотри. Либо вера очень сильная в церковь, ну, в любой ортодоксальный эгрегор, да, либо как бы сильная вера в магию, да, как вот как движущую силу. И вот 100% у тебя вот между вот этими двумя сторонами жизни может быть конфликт. Потому что вполне возможно, что родовая система, она именно про какой-то жесткий эгрегор, куда нужно верить, куда нужно относить, куда нужно, значит, туда максимально вовлекаться, да, эмоционально. А ты нет, да? Ты вроде как и служишь вот этой системе, а путь-то у тебя другой. А такое ощущение, что пути другого нет. То есть должно произойти какое-то чудо, какая-то сова из Хогвартса, и ты поймешь, блин, да я типа не из этой семьи, понимаешь? Вот такая вот интересная история. Я представляю, как тебя ломает. Ну что, а вы своими способностями пользуетесь во вред или во благо? Потому что здесь, правда, будет этическая сторона, наверное, вопроса. Потому что родились-то вы, чтобы пользоваться во вред. По-честному. Опять не дают говорить. То есть вы уже все прекрасно понимаете относительно своих способностей. Вы накопили потенциал, да, вы, видимо, умеете ими пользоваться. Но у меня ощущение, что это темный накопленный потенциал. Но мы сейчас посмотрим, вы этим умеете пользоваться все же? Вы увидели, да? Что вы пытаетесь этим пользоваться не во благо. Вот, дьявол, маг. Где вы сейчас благо здесь увидели? Я чуть не очень. Но вот с точки зрения как раз вашей родовой системы, нифига вы не во благо этим всем пользуетесь. Карта мага, дьявола, да, и еще десятка пентаклей. Вот у нас какой мощный, мощнейший накопленный потенциал. И как бы, да, не во благо, явно не во благо родовой системы. Давайте так, во благо родовой системы используйте магию? Во благо матери, да? Это мама, скорее всего, говорит должок. Или бабушка. Да, есть такое. Есть. Вот она прям жестко спрашивает. Очень жестко спрашивает. Слушай, ну, с одной стороны, во благо, конечно, ну, как ей кажется, да, ну, если вот она жива, там, или у тебя связь к этому вот мощная есть, ну, потому что вот, ну, женщина из рода, да, ну, она тебя тянет назад, ты вырываешься, она тебя тянет назад, а там такие щупальца просто, не дай бог вообще, такие наработанные, знаешь, такие прям, щупальца, всем щупальцем. Ну что, так вы темный или светлый? Я, конечно, хохотать буду, если мне сейчас выкинут, что вы дитя света. Нет слов. Ну, знаете, это мне говорят, смотря какому богу пойдет. Потому что если вы вспомните мои медитации на короля мечей, то я вам путь там предлагаю выбрать. Темный или светлый, и вы мне говорите, я справедливый, да? Король мечей, тройка жезлов. Угу. Да, вы прям смотрите. Ну, во-первых, это обязательно какие-то лидерские позиции. Темный вы или светлый. Ну, такое ощущение, что вы правда можете подчиняться какому-то темному источнику, но при этом вы достаточно приближены туда. Приближены, да, как дитя, как, сейчас скажу, как приемное дитя, да, то есть вы могли найти родителей в магическом мире, потому что вот с вашими родителями что-то вам не очень повезло. А путь куда приводит ваш? Путь развития куда приводит вас? Смотри, в какой-то момент разочарования, да, то есть мы от каких-то мнимых богов отворачиваемся, куда-то приходим.
Да, восьмерка чаш. С одной стороны, что-то новое, но вот вы как будто не готовы, да, пока принять этот новый путь. В чем момент вот это разочарование? Ну, типа из серии, ну вот есть у меня сила, что теперь с этим делать? Да, ну вот есть. Потому что вы как будто заламываете руки, говорите, да за что мне это все? Я, если сила есть, то проклятый, там детей у меня не будет, мужа не будет. Знаете, как вот эти вот просто кликухи, вот это все. Так у меня для них отличная новость, силы там нифига нет. Потому что человек, вот когда он понимает, что у него сила, это, поймите, как бы просто величайший дар. И вот это кликушничество из серии, что если я в силе, то меня все отбирает, поэтому я в силу не пойду, это всегда говорит про какое-то внутреннее малодушие. Мне вообще интересно, что вы туда смотрите мне. Почему? Потому что, по сути, мы же не умеем ни этой силой пользоваться, ни благами, которые она дает. Не умеем абсолютно. И поэтому что мы начинаем делать? Не для себя, потому что для себя эгоистично, а качать других людей, да? Качать отношения свои. И мужик в итоге просто как раскормленный хряк, да, на тонком плане, даже если он там нормально подтянут на физике. Ничего он делать не будет, он пережрал, он раскормленный, да, либо свою родовую систему, которая уже просто не знает, как над вами там сгаляться, какие долги с вас потребовать. Именно по той причине, что ты-то просишь для себя, а пользоваться ты не умеешь, тебя ж не научили. Туз мечей. Если для себя не научишься пользоваться, ну чё, никому не во благо. Никому не во благо. Ты как будто что-то еще пытаешься заслужить у своей родовой системы. Откуп какой-то, знаешь, отпроситься, получить увольнительную. Вот такая вот история. Так, троечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Так, ну что, по роду, что передается? Ой, короче, у вас родовые способности, да, мы видим. Родовые способности 100%, скорее всего, какие-то наработанные, но родовые способности, потому что вот сразу карта мага. Вот он, ваш глаз такой, змеиный, змеячий. Так, и что там, тройки? Никто ж не сомневается-то вообще, да? Да, по роду ощущение, что прям все вот любят, чествуют, понимают магию. Десятка чаш одобряет, скорее всего. Что у нас еще? Десятка чаш. Десятка жезлов. А я типа заниматься ей нельзя, короче, но как нравится и как все чувствуют. Ну, как будто смотреть, прям тоже подавленная сила. А было какое-то закрытие, перекрытие? Да, тут смотрите, какая интересная история. Здесь вы кармически можете попадать на всякие треугольники, на сложно реализуемые отношения. Почему? Чтобы вы применили
магическую, да, магический дар, соответственно, это любовную магию, и тогда кармический узел как бы завязывается снова, да. Семерка жезлов, тройка мечей, двойка чаш, да, есть такое. Боже мой. Есть такое. Понятно, да, о чем сказала, просто что вам нельзя вот эта вся история, потому что, видимо, власть не проработанная, да я вся такая в 5 поколении ведьмища, да ты у меня будешь есть с руки, да ты еще приползешь. То есть вот такой нельзя, потому что 100% была несанкционированная магия в вашем роду, и вам нужно быть очень аккуратными со своей вот этой вот магической кармой, да. Сейчас тогда урок посмотрю на магию по роду, какой идет. Угу. Иерофант. Да, семья, смотри. В семью не лезть, семью не разрушать. Еще, кстати, урок по магу может быть о том, что сложно просто идти в семейные отношения. Может быть, большую часть жизни вы либо одиноки будете, либо просто партнеры там не задерживаются. Ну, вот какой-то момент, знаете, почему? Вот, потому что вы слишком центрированы, скорее всего, на отношениях, да, и чтобы избавиться от вот этих вот всех привязок, потому что 100% умеете привязки делать, как-то вас испытывать будет сильно. Так. Что сейчас уже наработали? Что уже сейчас наработали? Что-то наработали, какие-то знания точно есть. Скорее всего, может быть, вы очень много копаетесь, разбираетесь в себе, потому что жрица. Что-то вы про себя понимаете. Сейчас посмотрю еще, что конкретно вы про себя понимаете. Что вы поняли про себя, что наработали. Смирение, наверное, по большей части, да. 4 чаш, как бы верховная жрица. Ощущение, ну да, типа я знаю, да, вот это было в моей родовой системе. Да я типа знаю это все, ну и что мне делать? Вот такой момент, 4 чаш, там и луна, да. Ну вот здесь, наверное, такое ощущение, что я типа знаю мой путь, я понимаю, что у меня типа родовые задачи, я их типа приняла, там, может быть, силу приняла свои, ну да. То есть здесь вот прям такой, знаешь, это внутренняя мантра такая, ну ведьма я, ну и что теперь, понимаешь, что-то такое. Ну, такая, знаешь, такая наработанная история, когда мы понимаем, что мы на этом пути, как бы, ну и все, и что теперь делать? И что теперь делать? И здесь, как может быть очень такая, знаешь, высокая степень духовности, соответственно, так еще и отрицание себя из-за того, что ты должна же быть вот этой высокодуховной, тебе же типа туда нельзя, тянет сильно. Знаешь, такой немножко когнитивный диссонанс. А могут ли быть у тебя уже практики здесь? Да, вот это все, знаешь, это тоска, вот это присуха, имею в виду, да, как присушивать. А потом вот это все мороки, вот это замедление, вот это ты как будто можешь там делать. Стяги, может быть, какие-то, прям вязкая такая энергетика относительно магии мне идет. Ну давайте, во вред, во благо пользуйтесь способностями своими. Да что ж такое, вы дружите, да, с этими, с двойками? Типа, я тут тоже все про себя знаю, да, 10 пентаклей. Я же не буду читать в этой колоде как семейную карту. 10 пентаклей. Опять что-то родовая система от вас хочет. Так, ну ладно, я вижу вообще, что накопили потенциал. Вы дружите, да, со вторым вариантом точно? Что у вас очень похожие энергии. Ваш мечей. Смотрите, здесь какая интересная история. Опять же, вот такой этический момент. Типа, зла я никому не делаю, но зло получается лучше, чем добро. Паш мечей, дьявол. То есть мне туда интересно, да, мне интересно, собственно, ритуалистика, мне интересно понаблюдать, мне интересно что-то потрогать руками, да. Может, демонология какая-нибудь, что-то такое, прям интересно мне это. Король чаш, 7 чаш. Так, девочки мои, тут суккуб может приходить, кстати. Король чаш, 7 чаш, искуситель может быть какой-то, да. Общение с вымышленными друзьями, да, демонической всякой структуры. Но друзья здесь на вас глаз положили. Джин, может быть, какой-то, знаешь, личный, который желание исполняет. Так, ну а что, ты во благо пользуешься этим, во вред? 9 жезлов. Ты как будто сама себя сдерживаешь, да, очень сильно себя сдерживаешь, потому что понимаешь прекрасно, что взаимодействие это может быть. Взаимодействие это все-таки может быть. Окей. Ну так а что, темные и светлые?
Ну, ребята эти приходят темные, я вижу, вот, что ну, есть взаимодействие, так темные, светлые. Семерка мечей. Ну, как сказать, слушай, семерка мечей. А каким самообманом мы тогда занимаемся? Самообманом занимаемся, да? Семерка мечей, шестерка мечей. Слушайте, ну вам почему-то кажется, что у вас какой-то прям демонический путь. Вы его выбрали, может быть. Шестерка мечей. Как будто, знаете, вы вот считаете, что у вас есть путь определенный, вы по нему идете. Может, вы просто уже, правда, выбрали для себя какое-то магическое направление. Но это какая-то дорога на ощупь, потому что вы мне говорите, вот я зов слышу, вот конкретно слов не было, инструкции не было, зов слышу, меня туда тянет. Меня туда тянет, и вы что делаете? Вы, короче, с помощью каких-то структур как будто насильно открываете себе видение. Вы просите эти силы, вы просите эти способности. Так, а те, у кого вы просите, не те, кто вам надо. Вот. Они типа не дают вам вот то, чего вы хотите, либо что здесь? Такое ощущение, что вас от них ограждает, потому что они еще и опасны, видите? А еще вот такой момент, что, может быть, конечно, нужно пойти уже в эту опасность, потому что там, где страх, там ресурс. Вот, потому что вы сами как будто не даете себе, ну, переступить, да? Переступить. Тут какая-то книга, может, родовая, может, ваше имя в родовой книге записано. Ух ты. И жизнь не будет прежней. Башня, крушение планов. Крушение планов относительно своего пути, который мы себе наметили. Да, рыцарь Пентаклей и Солнце — это прям крушение планов у нас идет. Вот мой типа путь. Я его иду, я его знаю. Про магический путь, потому что вам же все там понятно, и вам кажется, что вам там многое дают, и вы приближенный, а по факту нет, по факту что-то другое. Но есть у нас какой-то вот другой путь, который вы не видите, совсем с другими, скорее всего, ребятами, да. Тройка Пентаклей, рыцарь чаш. Да, есть такое. И там вы как будто получаете больше, лучше качеством. А это свет у нас. Тройка чаш, королева мечей. Не могу сказать, какая-то темная богиня. Тут, наверное, знаете, какой это вопрос, что вы больше с маскулинными божествами общаетесь, а открывает вам ваши дары больше темная богиня. А почему вы так туда прям не хотите там? Почему вы так не хотите туда? А, вам там не нравится? Вам там не нравится? А, все ясно. Мы же хотим какого-то экшена, мы хотим каких-то приключений, поэтому, значит, пытаемся общаться с так называемыми такими, знаете, яркими дейтис, да, богинями, богами, да. А нам больше дается через, знаете, такая магия умиротворения, магия чистоты души. Ну вот условно вы там пытаетесь общаться с, там, допустим, Иштар, Инанна, там, Тиамат, что-то, Геката, а открывает ваши магические способности больше Дева Мария, к примеру. Понимаете? Или мы там стремимся к Морригану, как бы, а там дело-то в том, что, может быть, Фрейя, понимаете, нас берет под покров. Короче, вот какой-то момент противоположности, и вы там вроде не видите для себя ресурса, да, вам же нужно все вот это разрушить и поломать, вам же динамика и экшен нужна, а нас переключают совсем на другой путь. Потому что тот, по которому вы идете, вполне возможно, он ошибочный. Но это так, да, если кто-то уже знает про свои посвящения, там, кто приходит в медитациях и прочее. Хорошо, путь, в общем, куда это вас все приведет? Да к себе, к своим приведет, не переживайте. Это безусловно, что он приводит к своим, но очень, конечно, мы можем где-то ошибаться, да, где-то можем ошибаться. Четверка жезлов, да, приводит абсолютно. Может, это, кстати, семья еще, да, вот. Может, и семья, кстати, будет. Так, пятерка мечей, восьмерка чаш, карта мира, восьмерка жезлов.
Просто страшно как будто что-то менять, да, одну реальность ради другой реальности. Карта силы, восьмерка пентаклей, колесо фортуны. Ого, вы нифига себе на своей силе прям переворачиваете абсолютно все, что можно в свою пользу. Вот такая интересная история по третьему варианту. Все, с вами была я, ваша нейроведьма.